Сегодня в этом видео я расскажу вам о том, что нужно сделать в первые дни после переезда в США. Оно будет особенно полезно тем, кто планирует эмигрировать, и тем, кто только-только переехал и еще не разобрался в том, как здесь все устроено. Я пройдусь по шагам, которые помогут вам быстрее адаптироваться к жизни в Америке, поделюсь своим личным опытом, расскажу о тех ошибках, которые мы совершили. Это вам поможет их избежать. Вы на канале American Vulcan, и мы начинаем. Сейчас я вам озвучу пару пунктов номер 0, потому что это то, что желательно сделать еще до переезда в США. Во-первых, определитесь с работой и местом жительства, а именно со штатом. Нужно выбрать тот, который подходит вам больше всего. Перед тем, как переезжать, нужно понимать, чем вы будете здесь заниматься. И в целом поиск работы может занять время 3-6 месяцев, поэтому нужно иметь какие-то накопления, чтобы переезд проходил более-менее комфортно. В целом на моем канале есть масса видео, начиная от того, как выбрать штат, на какие пункты обращать внимание, и заканчивая видео с обзорами самых перспективных и интересных штатов для переезда. Вот здесь все размещу, пожалуйста, смотрите, это действительно может быть вам полезно. Теперь представим, что вы находитесь на территории Соединенных Штатов Америки. И первое дело, которое вам нужно сделать, это приобрести сим-карту. Потому что вопросы в Америке по большей части решаются именно с помощью звонков. То есть более эффективно не писать имейлы или текстовые сообщения, а именно звонить. Симку вы можете приобрести либо в аэропорту, либо в каких-то молах, либо в магазинах непосредственных сотовых операторов. Я бы рекомендовала обращать внимание на крупные сотовые операторы, такие как AT&T, Verizon или T-Mobile, потому что у них обычно нет проблем с покрытием, в некоторых исключительных ситуациях. Мы, например, изначально подключались к AT&T, но нам пришлось поменять этот сотовый оператор, потому что в первом месте жительства, хоть мы и не жили где-то в лесу, связь не ловила. Поэтому мы уже много лет именно с T-Mobile. Покрытие приличное, в отличие от цен, но мы изучили рынок, сравнили всякие тарифы, и это оказалось лучшим предложением, учитывая наши потребности, так сказать. Все, местный номер и связь у вас есть. Теперь нам нужно идти в банк. Там нам нужно открыть дебетовую карту. На эту карточку вы положите свои деньги и сможете совершать оплаты за покупки, за арендные платежи и прочие расходы. Некоторые банки, например, такие как Банк оф Америка и Wells Fargo, позволяют открыть счет даже загранпаспортом. Если у вас до сих пор еще нет местного адреса, то вы можете проконсультироваться с сотрудником банка, и он вам подскажет, что делать в данной ситуации, какой адрес указать. Мой первый счет был именно в Банк оф Америка. Обратите также внимание на то, что налоговые органы как США, так и вашей страны могут иметь интерес к вашим иностранным активам. Поэтому заранее изучите вопрос о том, как нужно вам о них отчитываться. И следующий очень важный шаг – это оформление Social Security Number, SSN. Это номер социального страхования. SSN – это ваш уникальный идентификационный номер, который необходим для работы и открытия кредитных счетов. Кто может подать заявку для получения этого номера? Во-первых, это все граждане США. Во-вторых, это постоянные жители, резиденты штатов, например, держатели грин-карт. Те, у кого есть рабочие визы, и в целом люди, которые имеют легальное основание работать и проживать в США. Это могут быть беженцы или лица, получившие временное убежище, и некоторые другие категории, которым разрешено работать. В целом важно, чтобы человек имел разрешение на работу или статус, позволяющий проживать и работать в стране. В противном случае SSN может быть выдан только в исключительных случаях. После получения SSN вы можете официально устраиваться на работу. И, ребята, так как речь зашла о том, как легально находиться на территории США, хочу вам напомнить, что ежегодно можно участвовать в лотерее Green Card. Это, наверное, самый легкий и дешевый способ легально переехать в США. Просто должно повезти. Необходимо только заполнить анкету на участие. Это обычно делается с начала октября по начало ноября.
Поэтому осталось уже совсем немного времени. Если вы действительно хотите испытать свою удачу, то я вам очень рекомендую поучаствовать в этой лотерее и заполнить заявку. Следующий шаг – это покупка или аренда авто. Автомобиль вам понадобится, потому что в большинстве городов США транспорт общественный не особо развит. Ну, конечно, если вы не планируете переезжать в такие супер огромные города, как Нью-Йорк или Чикаго. В целом, свой личный транспорт – это больше необходимость. Мы сначала 2 недели авто именно арендовали. Это нам помогло решить первые бытовые вопросы, которые у нас появлялись сразу только после переезда. А затем мы решили купить авто из салона, потому что опыт обслуживания авто у нас был, мягко сказать, никакой, и заморачиваться мы с этим вопросом не хотели, поэтому хотели купить именно новую машину. Но тут началась целая история. У нас был первоначальный взнос в районе $2000, остальное мы хотели взять в кредит. Но, как вы понимаете, никто с кредитной историей в США не переезжает, поэтому возникли некоторые трудности. За покупкой автомобиля мы решили обратиться в салон Форда, и там прямо начался допрос пристрастия мужа по поводу того, насколько он хороший программист, и если он такой хороший, почему он не работает в Microsoft. В итоге нам машину отдали в тот же день, но после этого начали прям пачками приходить письма с отказами из разных банков. И что произошло? Дилер отправил запрос на финансирование в различные банки. И после того, как только все банки нам понаотказывали, они решили профинансировать наш автокредит непосредственно в финансовом подразделении Форда под космический для автокредита процент. То есть у нас выставили процент в размере 12. Это, если честно, очень много. Но уже примерно через полгода, когда у нас появилась кредитная история, мы смогли этот кредит рефинансировать только не в банке, а в кредитном объединении. Credit Union называется. И у нас процентная ставка изменилась с 12 до 3, что достаточно приятно. Credit Union – это такая некоммерческая финансовая организация, которая принадлежит ее участникам. В отличие от банков, основной целью кредитных союзов является не получение прибыли, а предоставление более выгодных условий для своих членов. Так что я советую рассматривать эти союзы для получения кредитов, если у вас нет изначально нужной суммы. А если вы не готовы покупать автомобиль сразу, то вы можете его арендовать. Во всяком случае, до тех пор, пока не освоитесь. Следующий суперважный шаг – это поиск жилья. И сначала мы поговорим про первое временное жилье. Когда вы приедете, скорее всего, вы будете жить первые дни либо в отеле, либо в мотеле. Это жилье временное на тот период, когда вы ищете уже постоянное. В нашей семье изначально переезжал муж. Он приехал на 2 недели раньше, чтобы изначально все обустроить, все устроить. И он первую неделю снимал комнату через Airbnb. И именно неделю нам заняло то, чтобы найти постоянное жилье. Найти дом или хорошие апартаменты – это сложная задача для только что переехавших. Все хотят видеть вашу кредитную историю, хорошую кредитную историю. Что бы я посоветовала? Во-первых, реально оценивайте рынок недвижимости в США. Очень с маленькой вероятностью вам сдадут дом, даже если вы покажете наличие денег и залога на несколько месяцев вперед. Ориентируйтесь на апартаменты, то есть квартиру, либо на таунхаусы. Вам, скорее всего, понадобится справка с работы и выписка из банка, и, скорее всего, депозит в двойном размере, чтобы арендодатели могли оценить вашу платежеспособность. Может также помочь наличие поручителя. В целом можно поискать предложения в местных группах. Я достаточно часто вижу обращения людей, которые недавно переехали, письма в местные группы о том, что они ищут дом или квартиру, в общем, место, где жить. Также я вижу ответы на эти сообщения. Но чем все это заканчивается, честно не скажу. Здесь, наверное, больше про то, как вы доверяете миру, потому что люди бывают разными. Насколько вам комфортно будет снимать дом у частного лица, а не где-то в каком-то таком большом апарт-комплексе. Либо ищите апартаменты, где кредитная история не требуется. Их очень мало, но они есть. Еще один из вариантов – просто ходить по комплексам пешком и спрашивать, что они могут предложить, если у вас нет кредитной истории. Мы, собственно, так и нашли наш первый таунхаус. Именно в него мы заселились. У нас при заселении было условие рабочий контракт и двойной депозит. В США квартиры часто сдаются пустыми.
В них есть основная бытовая техника: печка, стиральные машины, микроволновка, вытяжка, посудомойка. Это вот в основном, но именно мебели нет. И вам необходимо будет ее покупать. Как вариант, я рекомендую именно обратить внимание на Икею, как такое соотношение цены и качества достаточно адекватное. Также можно воспользоваться маркетплейсом. Очень часто отдают мебель либо бесплатно, либо за небольшие деньги. Все, с жильем вы определились. Следующий шаг: вам необходимо заключить контракты с различными службами, такими как мусорные службы, электричество, водоснабжение, интернет и прочее. Кроме того, что это вам необходимо для того, чтобы это все у вас в доме заработало, это еще является подтверждением того, что вы живете по этому адресу. В отличие, например, от России, здесь нету в США такого понятия, как прописка. То есть ваше подтверждение того, что вы здесь живете по данному адресу, являются счета на ваше имя на оплаты, например, коммунальных услуг. Но в крайнем случае контракт на аренду жилья. И эти счета вы будете использовать как подтверждение вашего проживания именно по указанному адресу. Для чего это может понадобиться? Если, например, у вас есть дети, следующий шаг как раз является то, что вам необходимо записать ребенка в школу. А для подтверждения вашего адреса как раз нужны эти счета. В США дети имеют право на бесплатное образование. То есть вам нужно будет записать ребенка в public school, которая привязана именно к вашему адресу. Причем здесь очень интересно, здесь начальная школа, средняя школа, старшая школа – это все разные здания, они расположены на разных территориях. Например, не так, как в одном здании, как было лично у меня. И если вдруг по вашему адресу у школы не очень хороший рейтинг, то есть еще вариант частной школы, но это дорого, если честно. Если у вас есть вопросы касаемо школы, то, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Следующий шаг – это получение водительских прав. В США водительские права – это не только разрешение на вождение, но и ваш идентификационный документ. Вы его будете предъявлять буквально везде. И в магазине на кассе, и в банке, и в прочих других инстанциях. Если, в принципе, вы не водите машину, то вам тогда, скорее всего, нужно будет оформить документ, который называется фото ID card. Смысл документа в том, что в нем есть ваше фото, он компактный, и вы его можете везде носить с собой. В штате Вашингтон иностранные граждане могут пользоваться своими правами на протяжении 1 года, но только если вы здесь в туристических целях и вообще в целом временно. Если вы здесь уже на ПМЖ, либо по рабочей визе, то есть вы являетесь резидентом штата Вашингтон, то вам в течение 1 месяца необходимо получить именно местные права. Сроки могут отличаться в зависимости от штата, поэтому обязательно уточняйте информацию, если вы находитесь в другом штате. Чтобы получить права, вам нужно будет сдать экзамен, теорию и практику. Если говорить про теорию, то там будет возможность сдавать на русском языке, а вот с практикой, скорее всего, нет. И у вас будет именно англоговорящий инструктор. Если вам интересна история о том, как непосредственно я получала права, пожалуйста, пишите в комментариях, и я сниму видео на этот счет. Следующий важный шаг – это построение кредитной истории. Она здесь действительно важна. Как вы поняли, без нее очень сложно получать, но практически невозможно, кредит на машину, другие крупные покупки. Ну и в целом, как вы уже поняли, даже снять жилье. Чтобы начать строить кредитную историю, вам для начала необходимо открыть Secured Credit Card. Что это такое? Это такая карточка, на которую вы кладете свои деньги и ими пользуетесь как кредитными. Здесь очень важно совершать платежи вовремя, несмотря на то, что деньги как бы ваши. Через какое-то время, через полгода, через год банк смотрит на вашу финансовую состоятельность, на то, как вы грамотно пользовались этими кредитными деньгами, и уже после этого он эту карточку может сделать настоящей кредитной. Я в свое время открывала такую карточку в банке Bank of America, и уже через год они мне перевели ее из Secured Credit Card в обычную Credit Card. В целом вопрос построения кредитной истории, он обширный, потому что на вашу кредитную историю влияет очень много факторов. Не только то, что вы вовремя платите по своим кредитам. Нет, там больше пунктов.
Так, ребята, я понимаю, что вы уже могли подустать, но осталось буквально-таки несколько шагов. Следующий шаг – это оформление медицинской страховки. Вообще медицинская страховка в большинстве случаев у американцев появляется за счет работодателя. Но не в том смысле, что он полностью за нее платит. Бесплатной страховки, мне кажется, не бывает. Работодатель частично компенсирует стоимость страховки, и вы платите свою дополнительную часть. Согласно исследованиям, около 60% американцев владеют своей страховкой именно за счет такой помощи от работодателя. Но если у вас нет работы с подобными бенефитами, то можно эту страховку оформить на специальном маркетплейсе. Это такая платформа, где можно подобрать медицинский полис, который отвечает вашим потребностям. Если вдруг у вас доход ниже каких-то определенных цифр, то на эту страховку также вам могут предложить скидку. Также еще можно обратиться к брокеру по страхованию. Это человек, который тоже сможет сориентировать, какие страховки есть и какая именно для вас будет лучше. В целом про медицинскую систему в США и про страховки в частности я рассказывала в видео про медицину в США. Вот здесь вот я его укажу. Оно очень полезно, особенно для тех, кто собирается переезжать, кто только переехал, куда, в какой ситуации обращаться. Нужна страховка или не нужна страховка. В общем, там куча всякой пользы. Это целая исследовательская работа, потому что тема медицины – это очень сложная и запутанная субстанция, с которой мне пришлось разбираться очень долго. Поэтому вот готовый вариант. Берите, пользуйтесь. И я буду очень рада, если это видео вам поможет чувствовать себя здесь более комфортно с медицинской точки зрения. Так, с медицинской страховкой мы определились, и следующий шаг идет поиск семейного врача. Для чего он нужен? Это такой человек, который следит за вашим здоровьем, вы ходите к нему ежегодно, сдаете анализы, потому что в Америке медицина безумно дорогая, и именно профилактике уделяется достаточно много внимания, поэтому здесь популярны ежегодные чекапы, такие плановые осмотры. Кроме чекапов, вы еще будете к своему семейному доктору ходить по таким вопросам, таким вялотекущим болезням, назовем это так. Но если вдруг у вас случилось что-то срочное, то не всегда сразу можно попасть именно к семейному доктору. Тогда можно зайти в Urgent Care, но если прям вопрос жизни и смерти, тогда вам необходимо обращаться в Emergency Room. Опять же, в видео про медицину США я рассказывала про то, чем это все отличается, поэтому ссылочка в том числе будет в описании к видео. Я вам настоятельно рекомендую не затягивать с выбором семейного врача, потому что это может занять время. К сожалению, на данный момент, мне кажется, врачей мало, пациентов много, и далеко не все врачи новых пациентов принимают. Все, ребята, последний шаг, номер 13. Здесь он подойдет для людей, у которых беда с английским, назовем это так. Я переезжала в Штаты без знания английского языка, начала его учить буквально-таки за пару месяцев до переезда. Когда я переехала сюда, я была с маленьким ребенком, поэтому учила первый год дистанционно с помощью школы Skyeng. За рекламой можно ко мне обратиться, если что. И после того, как у меня ребенок пошел в сад, я пошла в колледж. Вот именно колледж я вам хочу особо посоветовать. Стоимость небольшая, $25 в семестр. И вы можете заниматься там 3 дня в неделю непосредственно в среде с другими людьми, которые также хотят изучать английский язык. Из бесплатных мероприятий в библиотеках, например, проводятся уроки, занятия для тех, у кого слабый английский. Варианты есть, и они достаточно доступны. Все, мы с вами рассмотрели основные шаги, которые необходимо сделать сразу после переезда в США. И я надеюсь, вам стало более понятно, все было достаточно структурировано, и вы теперь прям четко понимаете, что вам нужно сделать. И это поможет вам избежать лишнего стресса, ну или хотя бы минимизировать его. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если вы знаете, что у вас есть друзья, знакомые, которым это видео может быть полезным, пожалуйста, пересылайте, ставьте лайки. И до встречи в следующих полезных видео. Тем, кто будет участвовать в лотерее Green Card, желаю удачи. Ну все, друзья, всем добра, всем пока.